Всем привет! Сейчас хочу вам рассказать о том, как проводить намотку двигателя. Сейчас уже такая есть тема, как киты для самостоятельной намотки. Ну, каждый преследует свои цели. Я хочу намотать двигатель, который будет достаточно холодным и при этом иметь хороший крутящий момент. Там есть информация, теория в части там, соединения звездой, дельтой. Вот, и я буду соединять двойной звездой. Это двигатель Комбов 4225 кит под намотку самостоятельно. Там в комплекте все, что необходимо, есть. В предыдущем обзоре можете посмотреть распаковку. Значит, смысл какой? Чтобы определить, какое КВ у меня получится, то есть я ориентировочно планирую толщиной в 1 мм по 7 витков на зуб намотать весь двигатель и соединить двойной звездой. Но мне нужно определенное КВ в районе 500. Чтобы убедиться и не тратить много времени, я наматываю сначала обычной витой парой, вот, которую купить можно практически везде. На такую намотку уходит гораздо меньше времени, чем если бы вы мотали сразу медью, и в конце могло получиться то, что вас не устраивает в плане оборотов. Поэтому делается это все очень просто. Уходит в районе 5 минут на 2 зуба. Соответственно, полчаса, я думаю, больше первый раз выйдет. Может, там до часа дойдет. На намотке всего двигателя, в общем-то. Также надо заранее подготовить вот эту часть, грибок я ее называю. Не знаю, как она правильно называется. Ее нужно обработать наждачкой, потому что она не входит получается, в статор двигателя. Надо ее таким образом обточить, чтобы она плотно заходила в него. И в дальнейшем уже этим вопросом не заниматься. Просто обычной наждачной бумагой, там около налевки, пройти тут. И внутреннюю часть в том числе тоже надо обработать. Вот. Подшипники, например, у Скорпиона они плотно входят. Здесь они прям чуть ли, влетают очень легко. Поэтому производитель специальный локтайт положил. То есть, подшипники придется вклеивать. Но надо не переборщить с этим, лишь бы они держались, потому что в случае замены какая-то проблема будет. Его потом разогревать, выталкивать их. Вот, сейчас на ваших глазах продемонстрирую, как эта намотка происходит. Буквально один зуб. В принципе, ничего сложного. Есть специальная схема. Я ее приложу и ссылки приложу, как это делать. Там выбор схемы, в смысле. Итак, мы начинаем намотку. Так называемое начало есть и конец у двух витков. Вот те самые начала, они должны быть длиннее, потому что это в будущем выводы, которые будут параллелиться. Здесь вот наглядно будет видно, что они по цветам соединяются между собой. И нужно, чтобы хватило просто длины их вывести наружу двигателя. Остальные концы короткие, вторые точнее, концы короткие, потому что они будут соединяться между собой. Как вот, если ближе посмотреть, вот здесь, то есть концы звезды, можно сказать, они собираются в кучу. И здесь замыкаются между собой. Получается, у нас двигатель будет, две половины двигателя отдельно намотаны, иметь две вершины. Вот, сейчас я наматываю последнюю пару зубьев, получается. Надо мотать строго, как написано на схеме, потому что иначе двигатель может не запуститься, будут высокие токи. Тут один зуб мотается в одну сторону, следующий в противоположную, и так, в общем-то, мотается весь двигатель. Не просто так это все. Так, продолжаем намотку. С святой парой работать очень легко, ее всего лишь надо чуть сильнее натягивать. Она ложится на зуб плотно. Потом просто сдвигаем витки ближе друг к другу. Если приноровиться, на один зуб уходит всего-навсего минута.
Ну вот примерно так. Вот один зуб готов. Следующий опускаем вниз и делаем переход. Переход у нас сначала идет. И получается в обратную сторону мы начинаем мотать следующий зуб. Все, я мотаю по 7 витков. Витки считаю по нижнему торцу статора. По вот этой части количество витков считаю. Итак, я домотал предварительную намотку тестовую. Хочу обратить внимание, что она подходит, когда мотается два зуба подряд одним проводом, для моторов с 12 зубами и 10 магнитами. На таблице, которую я скину позже, там будет видно, какие схемы намоток под какие типы моторов подходят, ну, с каким соотношением количества зубов для моточных и магнитов статора. Это важно тоже. Если это не учитывать, работать двигатель не будет. Еще один важный момент, ну и с целью удобства, до того, как начинаете мотать двигатель, можно взять обычную нитку мягкую или веревочку и примерно намотать количество витков, которые вы планируете, да, допустим, вот как у меня 7, и оставить, ну, сантиметров по 15 еще в запас. Отмотать и померить длину. Тогда вы уже будете знать, сколько вам провода отрезать, чтобы его потом хватило и лишнее не нужно было, ну, выкидывать, да, то есть приблизительно сразу нужное количество провода на намотку. И можно также посчитать, сколько вам меди впоследствии понадобится. Вот таким образом выглядит законченная пробная намотка. Получается у нас выводы, вот визуально по цветам все хорошо видно, как это выглядит. На концах они соединены, две звезды. Я сторонник того, чтобы не мотать двигатель максимально возможно толстым проводом. Я люблю принцип разумной достаточности, то есть что-то в районе 1 мм, там 1,1, не толще. Тогда у нас остается много места между зубов, обмотки хорошо продуваются, они холодные остаются даже под нагрузками, под хорошими. И в принципе получается за счет большего количества витков хороший крутящий момент. Вот. Вот так вот выглядит у нас предварительно собранный двигатель. Подшипники выпадают. Сейчас буду что-то подкладывать, чтобы они держались. Вставлять на место и дальше пробовать подключать к регулятору и проверять КВ. Ну вот получился у нас собранный движок. Теперь будем выводы подключать к регулятору. Итак, сделал пробную намотку двигателя. Сейчас подключил регулятор, КВ-метр и ватт-метр, чтобы проверить, какие показания будут на двигателе. Двойная звезда по 7 витков. Начинаем. КВ. Ток холостого хода 64 ватта, 3 ампера. Но это он высокий из-за того, что проводка тонкая намотана. Вот. Все работает, стартует. КВ будет немного ниже после реальной намотки. Вот. Я намотал уже половину статора. Для намоток использовал для обмоток медь толщиной 1 мм. Это максимально толстый диаметр меди, который может поместиться в количестве 7 витков на статор данного двигателя, на каждый зуб, без перехлестов, чтобы оставался хороший зазор для продува и охлаждения двигателя. И то даже при этом количестве есть проблемы в местах, где идет переход витков с зуба на зуб.
Из-за того, что они идут все в разном направлении обмотки, там, где переход у нас сверху получается, более-менее прилично получается перейти без каких-то проблем. А вот на соседние два зуба переход идет у нас на нижнюю часть. И уже он нормально не помещается. Поэтому приходится его Z-образного вывод делать таким вот образом, чтобы он не мешал остальным обмоткам. Как-то так. Далее, что хотелось рассказать. Для обмоток необходимо для фиксации и прижимания, да, там меди, очень необходимы дополнительные инструменты. Я сделал две палочки, выточил вот такие вот по форме. Они должны совпадать с формой статора. Та, которая потолще, она фиксирует обмотки только с одной стороны. Та, которая потоньше, она фиксирует обмотки с двух сторон. Вот таким вот образом. Это позволяет плотно прижимать медь. Дальше необходимо еще вот такие вот пассатижи с тонкими концами, для того, чтобы можно было прижимать еще сильнее их после того, как кабель будет вот так вот таким вот образом вытянут и протянут. Нужно будет дополнительно еще каждую обмотку прижимать вот таким вот образом. Нужно следить за целостностью изоляции на них. Это обычная термоусадка, ее надо периодически менять. Иначе можно содрать изоляцию. Этого быть не должно. Изоляция должна быть целой. Один подшипник я уже вклеил на циакрин. Ой, не на циакрин, на локтайт, который был в комплекте. Здесь, в отличие от того же Скорпиона, подшипник очень легко заскакивает вовнутрь. И там особо не держится. То есть он просто выпадает. Поэтому его необходимо проклеить. Перед тем, как клеить, нужно спиртом обезжирить его. Как следует вытереть. Иначе локтайт не схватится. Вот. Локтайта нужно совсем чуть-чуть, чтобы впоследствии, если мы будем разбирать двигатель и менять подшипники, это не было большой проблемой для нас. То есть буквально совсем немножечко, вот таким вот образом, с одной и с другой стороны, примерно на 180 градусов промазываем. Все, вот таким вот образом. И аккуратненько вкладываем подшипник. В патрон. Все. Излишки можно убрать. Для более быстрого отверждения я кладу на батарею. Большую часть двигателя я намотал. На примере последних двух зубов хочу продемонстрировать технологию намотки. Как, с чего вообще все это начинается. Вот выводы здесь. Моток меди берем. Мы заранее... Ну, у меня тут есть кусок меди, который я неудачно намотал. Ну, в общем, нам нужен эталон по длине. То есть, сколько нужно будет брать меди. Можно использовать обычную нитку, намотать нужное количество витков и с запасом также по ней все это дело отмотать, чтобы хватило впоследствии. Вот. Я, получается, отмеряю с небольшим запасом на всякий пожарный и откусываю.
Дальше я смотрю на схему. У меня намотаны все зубья, кроме последних двух, на которых я и продемонстрирую технологию намотки. Соответственно, у нас вывод последнего луча слева от этого зуба. Значит, оттуда будем начинать. Получается, вот как это выглядит. Соответственно, вот с этой стороны должен выйти вывод на соединение. А обмотка пойдет у нас, получается, против часовой стрелки. Итак, я предварительно зажал провод. Итак, мы берем провод, предварительно его разглаживаю. Тот конец, с которого мы будем начинать намотку, чтобы он более-менее ровный был. Закладываю в любой зуб, неважно в какой. Тут задача примерно длину отмерить. Длина у нас выводы, получается, их должно хватить вывести потом провода за пределы двигателя, там со всеми запасами дополнительными. То есть вот примерно это у нас вывод будет в будущем. Все. На нижней его части я делаю перегиб. Заранее формую его, чтобы просто потом накинуть на статор двигателя. Вот таким вот образом. Все, мы уже имеем готовый переход. Вот, он там дополнительно еще будет на статоре разглажен, но так гораздо удобнее. Дальше мы закидываем все это дело на двигатель уже. Вот, он уже как бы первый виток сидит. После того, как я заложил первый виток, я прижимаю его деревяшкой, чтобы он никуда у нас не ходил. Можно было дальше вокруг статора его наматывать. Вот. Подтягиваю. Можно дополнительно какой-нибудь палочкой еще его пройти. Дальше перекидываю эту палочку сюда. Сейчас. Важно хорошо зафиксировать его, чтобы он не болтался. Дальше начинаем протягивать очень аккуратно с плоскогубцами, чтобы не повредить изоляцию. Соскользнуло. Так. В идеале таких палочек надо две. Одна для толстого прохода, другая, ну, для окна большого. Другая для мелкого, где уже половина забита, либо обе половины. После того, как первый перегиб отформован, можно его дополнительно поджать еще вот такими пассатижами в изоляции. Только очень аккуратно, чтобы не повредить изоляцию. Так. Все, дальше это дело все фиксируем. Делаем заход на следующий виток. Перегиб. Очень аккуратно, чтобы не содрать изоляцию об статор или об соседний зуб. Все, и закладываем ее обратно вот сюда.
Дальше опять подтягиваем. Все, он более-менее у нас сел. Вытаскиваю палочку. И дальше опять прижимаю его пассатижами. Вот первый виток у нас практически готов. Теперь также фиксируем. Вот первый виток закончен. Фиксируем палочкой. Этот вывод подтягиваю. Укладываю рядом. И один за другим начинаю наращивать обмотку. После того, как двигатель намотан, необходимо собрать провода и сделать выводы согласно схеме. Вершины звезд у нас параллелятся и выводятся наружу, пойдут в регулятор. Концы замыкаются между собой. Здесь ровно две половины. Раз, два. Соответственно, вершину третьего зуба, да, старт Б, мы соединяем с этой в параллель и выводим. То же самое здесь. Все выводы в параллель соединяются, выводятся наружу. Вот таким вот образом. А концы собираем. Это я запаяю и откушу потом. Изоляцию накину и после этого буду эпоксидкой все это дело проливать. После того, как я собрал все выводы, соединил звезды, все это нужно заизолировать. Ну, в случае, если какие-то вибрации будут на выводах, они будут тереться об вот эту часть мотора, ну, впоследствии не произошло короткого замыкания. Поэтому мы их аккуратно укладываем таким образом, чтобы они не заходили на центр статора, чтобы спокойно можно было одеть вот этот грибок. Все, дальше переход идет на более толстую. Эти скручиваются между собой выводы в параллели. И это уже пойдет наружу мотора. Дальше напаиваются разъемы. Проливать будем мотор вот такой вот эпоксидкой 30-минутной американской. Будет это намазываться тонкими слоями сначала с одной стороны. И продуваться феном, чтобы эпоксидная смола лучше растеклась, не оставляла толстый слой. И потом с этой стороны тоже аккуратненько, чтобы зафиксировать все вот эти выводы. Очень аккуратно, небольшими порциями я наношу эпоксидную смолу на ребра обмоток, чтобы сильно она не потекла в разные стороны. Фиксировать только перегиб. Потом все это дело будет продуваться феном,
чтобы она растеклась уже дальше. Для дополнительной фиксации я хочу еще эпоксидную смолу залить под обмотки. Вот таким вот образом. Излишки надо будет вытирать. Блядь, бери хлор. Поставь на это. Это тихо будет летать. Все, наплывы. А их и нету, в принципе. Ну, там есть где-то в глубине. Сейчас подправлю. А в остальном все четенько. Вот. Залито.